Всем привет, друзья! Вы на канале Кирюта Про, меня зовут Алексей. Сегодня у нас такой замечательный день, у нас местами солнечно, довольно-таки очень хорошая погода, более-менее тепло, где-то плюс 6. Плюс 6 тепло. Для вас это тепло или нет? С утра у нас обычно довольно-таки напряженный график, мы стараемся подогнать все к тому, чтобы понять, что нам нужно делать на целый день. Мы прошлись, посмотрели, что необходимо, определились с минусами, определились с плюсами и что мы должны сделать первоочередное. Сейчас пойдем, я вам покажу, что мы будем делать первоочередное, как это все будет происходить. Не переключайтесь, смотрите меня дальше. Погнали! Так, давайте продолжим. Значит, смотрим, значит, центр у нас здесь, лайн-сет у нас будет выходить сюда, а конденсат у нас будет здесь, с этой стороны выходить. Вот здесь у нас снизу проходит поддерживающая балка. Сейчас пойдем посмотрим. Запомнили, да, вот эта лестница, конец лестницы. Вот, у нас вот здесь идет глубин. Чтобы нам потом дополнительно его не сверлить, нужно немножко отступить сюда. Значит, бим здесь идет. Значит, вот это центр бима приблизительно. Значит, нам отверстие нужно сделать где-то вот здесь, вот приблизительно. Мы будем его делать. Все, погнали. Все, готово. Одно отверстие. Теперь надо, чтобы выйти на эту сторону, нам нужно проделать еще одно отверстие, чтобы оно потом сюда трубка вышла. Здесь я уже проделал отверстие. Вниз. Sorry, how are you? Good. Oh, thanks. Yeah. Ta-da! Oh, fuck. What? I didn't plug it in. You forgot plug in? Кстати, очень такой забавный тройник. Он идет на 8 подключений, и у него есть еще 2 USB разъема, чтобы можно было заряжать там всякие гаджеты, телефоны, колонки и так далее. Очень удобно, между прочим. No. No. Yes. Там внизу просто установлены розетки такие с УЗО. И они отключаются, когда долго не используешь. Вот, и за счет этого нужно их периодически включать. Он воткнул сразу розетку. Он воткнул сразу вилку, оно не работало, поэтому нужно было перепроверить все это дело. Окей. Пошлите в другую секцию. Это здесь у нас уже идет просто трехэтажное здание. Смотрим, центр здесь. Розетка, розетка. Отлично, центр здесь. Выход будет у нас с этой стороны. Значит, берем и шарашим прямо здесь отверстие. Упс, это было немножко неправильно. В джойс, попал как раз в джойс, надо сделать новое. Отлично, все. Отлично. Так, идем к следующему. Мы здесь еще не размечали. Смотрим. Видим там розетку, там розетку. Считаем. 1, 2, 3. Вот это будет центр. Значит, вот это будет центр. Вот так. Значит, если голова будет установлена здесь. Да, голова, кстати, у нас идет 32 инча. А между вот этими вот ТБ-формами 16 инчей. У нас получается вот приблизительно так будет установлена голова. Значит, делаем здесь отверстие, но смотрим. Здесь у нас идет лестница, значит, здесь у нас идет поддерживающий бим. Значит, идем проверяем, так ли это. Да, действительно, у нас здесь идет поддерживающий бим, если видите. Поэтому немножко надо сместиться в эту сторону. Чтобы у нас можно было оттолкнуться от чего-то, то мы будем придерживаться приблизительно вот этой первой ступеньки или последней ступеньки.
Мы вот здесь проделаем где-то. О, отлично, все, у нас есть отверстие вниз. Теперь нам нужно опять посмотрим центр, да? Значит, если это центр, вот здесь, значит, конденсат где-то будет здесь стекать. И мы делаем под уклоном, чтобы оно у нас стекало сюда. Значит, делаем вот так. Здесь мы сделаем 90 угол, а здесь надо под уклоном будет делать. Кстати, можете наблюдать, как человек сейчас убирает листья. Видите, очень много нападало листьев. Никто не метет, просто их сдувают в одно место, потом собрали куда-то в какую-то машину. И на этом все заканчивается. Они их потом куда-то отвозят в утилизацию. Как у нас были компостные ямы, типа, там отвозят эти листья точно так же. О, работа аж горит. Смотрим. Так, если ровно, так чуть-чуть ниже, да? Так, готовы вот эти отверстия под конденсат здесь. Теперь в этом маленьком нужно будет проделать такие же самые отверстия для line set. И все, можно протягивать. Так, теперь у нас начался процесс протяжки линий. Значит, я хочу немножко рассказать, показать, что это такое. Вот так здесь продаются сразу в рулонах скрученные уже по 160 фит line set. Такие трубки. Они идут уже в утеплители сразу. Смысл какой? В этом небольшом отверстии мы будем протягивать трубку. Будем использовать здесь, они его называют insulation tape. Это такой теплоизолирующий скотч. Мы его используем, чтобы он здесь вот в этом отверстии сквозь бим был. Здесь потом будем использовать зум-лак. Сейчас дальше немножко покажу, как это все действует. Это такой опрессовочный специальный инструмент. Довольно, кстати, очень дорогой. Стоит порядка $3000 весь набор. Сейчас протянем еще трубку 3/8. Вот так, сейчас мы ее вначале расплюснем. Вот так, да? Да. Вообще такой метод мы используем на крыше, чтобы туда не попадала влага лишняя. Вот, пока они будут стоять на улице. Вот так у нас выглядит, как они его называют, insulation tape. У него одна часть идет клеющаяся, то есть он не double tape, а с одной стороны всего приклеивается. Сейчас будем его использовать на той трубке, которую мы уже протянули. Мы отматываем кусочек, наклеиваем его прям вот сюда, вот так немножко находим на предыдущую изоляцию и потом мотаем его здесь. Мотаем его ровно на ширину этого бима, можно чуть-чуть больше. Так, сейчас мы этой малышкой будем здесь пилить. Здесь будет с этой стороны установлен такой dryer box. Да, мы решили это сразу здесь просверлить, уложить сейчас трубу здесь. Для чего? Чтобы в дальнейшем нам сейчас здесь этими линиями пробежать сразу над ней или под ней, чтобы это было удобно делать, чтобы не нужно было потом это каким-то образом переделать. Поэтому сейчас сделаем здесь, еще трубу сюда вытянем. Это такая вентиляционная труба, которая будет выходить из сушильной машины. Берется hammer и делаем вот так. Раз, два, все готово, видите, да? Дальше берется вот такая вот штука. Все вот эти углы и так далее собираются все в одном направлении, чтобы
вот этот замок смотрел в сторону выхода. То есть оно вот так собирается. Потому что если мы соберем его в обратном направлении, то когда будет поток идти воздуха, он будет упираться в вот эти ребра. Поэтому собирается оно вот только в такой последовательности. Сейчас проверим, как она сюда у нас заходит. Заходит она сюда у нас очень плотно, поэтому, чтобы она чуть-чуть легче заходила, мы используем вот такой инструмент. Он называется Crimpers. Он сжимает, получается, трубу, и она так заворачивается немножко вовнутрь, смотрите. Раз, видите, да, оно чуть больше стало завернуто. У нас диаметр, получается, уменьшается и легче входит тогда. Входит и выходит. И входит. Замечательно выходит. Много нам не надо. Прям каждую делать. Мы так, через одну. Оп, все. Вы видели, да, как заходило тогда и как сейчас будет. Смотрите, раз. Все отлично вошло. Трубу мы вставим вот сюда. Так, все. Отлично. Теперь здесь будет идти небольшой кусок, а здесь будет уже идти у нас уголок такой. Опять будем использовать. Теперь хочу вам рассказать немножко про вот эти уголки. Тоже интересная особенность, потому что в России я такого не встречал. Почему только в России? Я в Украине тоже этого не видел. Значит, он может быть у нас как прямой. Обычный такой типа а-ля небольшой удлинитель. Видите, да? Он крутится у нас. И таким образом мы можем менять ему угол. Вот. Мы можем изменить его на 90 градусов. Если мы сложим все их вместе, так, маленькие части, у нас получается 90. Можно сделать вот такой обход, то есть будет немного сдвинуто в сторону. Можно сделать 45. Ну, в общем, смысл вам понятен. И еще одна интересная вещь. Трубы здесь продаются вот в таком состоянии. Сколько нужно, берешь, отрезаешь себе. И она идет вот так вот замковая, замыкается. Вот так вот выглядит этот замок. Вставляется. Здесь вот, когда вставил, вот этот бортик цепляется за вот этот вот замочек, и оно уже назад не выходит. Все, вымеряем, сколько нам нужно. Так, вы, наверное, зададите вполне логичный вопрос, почему вот это отверстие меньше самой трубы. Сейчас поднимемся наверх, я вам покажу. Это ножницы Milwaukee. Режут вообще отлично. Вот, видите, да? Берем, вставляем вот так в замочек. Раз, замкнулось, все. Слушайте, я так не люблю вот эту работу с вот этими вот металлическими трубами. Она всегда такая острая, потом приходится работать в перчатках. А я в перчатках не особо люблю работать. Все, теперь делаем такие же самые загибы, чтобы можно было вставить в уголок. Так, побежали наверх, посмотрим. Я расскажу, почему отверстие отличается от трубы. Значит, смотрите, так как у нас здесь уже идет бим, нам его же нельзя сверлить. Нужно, чтобы он остался целый. Сверлится отверстие такое а-ля овальное. И вставляется сюда труба. Она вот так сминается и устанавливается сюда. Надо чуть-чуть больше, можно чуть-чуть больше сделать, но между перекрытиями нужно всегда делать очень плотное, чтобы труба входила. Почему? Потому что по пожарной безопасности нужно, чтобы, если будет пожар на первом этаже, чтобы он не пошел наверх и не распространялся. Вот такие вот коды. Здесь будет труба, потом здесь вот тоже набьется металлическая пластина, nail plates. И все. Вот здесь нам можно использовать сразу тейп. Hooky tape, как они его называют. Это специально такой а-ля скотч. Мы привыкли его скотч называть, но скотч вообще это бренд у них называется. Скотч. Его еще называют mastic tape, hooky tape. Поэтому без разницы, как его назвать.
Но смысл у него такой, что он выдерживает до 220 градусов по Фаренгейту. Все мы его используем здесь вот на вот этом соединении. Вот так вот. И все. Все готово. Вообще суперски будет. Да, а вот эти линии мы прыгнем вот здесь вот снизу. И они пойдут так вверх. Еще меня научили здесь пользоваться ножницами. Оказывается, ножницы есть прямые, левые, правые. Вообще, я никогда не думал, что у ножниц может быть столько, такое количество и такой ассортимент большой. Но вот как есть. Если мы вот так вот дорежем до конца, то вот здесь вот на конце оно вот переламывается. Потом вот эта часть будет острая. Поэтому до конца не нужно дорезать. Вот так вот по чуть-чуть. Раз, 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 раз. И все. И оно у нас получается довольно-таки очень ровно, аккуратно. Видите, в том месте, вот, где мы дорезали до конца, вот получается такая заусеница. Can you use this little ladder? I need your hand here. Hands. Need help I here. know hands. This is funny. Значит, смысл какой? Сейчас она вот так вот сомнется и будет проходить через трубу. Здесь Шон будет ее толкать вверх туда, а я ее буду сверху тянуть еще. Вот так. Сейчас это будет все выглядеть дело. Видите, да? Она у нас вот так проходит. Мы ее вытягиваем, сколько нам необходимо. Good. Сейчас он ее подсоединит. И все. Вот эту часть мы уже сможем здесь выровнять. Вот. А та часть, так как уголок подходит сильно близко уже к потолку, она сминается вместе с трубой. И если вы видели, я сразу использовал ленту. Это позволило нам, чтобы потом ее уже не подлазить там, потому что очень узкое пространство получится. Вот. Все, здесь она вот так вот подровняется, труба немножко квадратная получилась, но это не страшно. Потом здесь вот пойдет кусок целый, и все. Хочу показать, значит, следующее. Значит, у нас есть вот такая вот а-ля коронка. Они меняются очень легко. Значит, у нас есть такая контргайка. Здесь есть резинка фиксирующая. То есть она не дает падать вот этому холдеру. И все вот это вместе называется арбор. Сейчас мы используем. Видите, как быстро это все дело меняется. Раз, два. И заменили. С маленькой коронки на большую. Теперь можно и линию протягивать. Ну, наверное, нужно не отсюда, а, наверное, нужно с этой стороны заводить. Почему с этой, расскажу. Сейчас, потому что у нас отверстие, которое будет бежать наверх, находится здесь. Вот там вот находится отверстие. И нам нужно повернуть здесь. Значит, нам нужно, чтобы здесь потом его не ломать, лучше сделать это с оттуда. Это будет немножко проще. Вот так заводим линию сюда. Надо немножко размотать еще. Эй! Hey, hey, buddy. Hey buddy, I need help. Hold on. Hold on. Un momento. Un momento. Так, значит, смысл какой? Сейчас нам нужно просверлить отверстие на крышу. Вот туда вот. Чтобы вывести вот эту белую трубу. Эта белая труба будет потом вставляться сверху.
И мы сейчас просверливаем вот этот вот plywood. This is plywood? Yeah. Да. Yeah. Сейчас мы просверливаем plywood, утеплитель, и я покажу вам, как дальше мы будем делать наверху. Does Russia make a better arbor or a hole saw bit? No? In Russia we use it whole saw bit for concrete. Oh yeah. Yeah, we don't have These are shit. we don't have They need to be cut like right here, all the way up. So Yeah, I know. Everything just falls right out instead of getting packed in there. in the van we have red red ones. Yeah. Yeah, but they're like fucking 8 inches. Oh yeah. It's just too much. Not good. Shit. Да, благодаря тому, что здесь все на быстрых съемах, смотрите, видите, да, оно раз, я вот так потом, и оно уже никуда не девается. Я могу его снять, так, нажимаешь вниз этот фиксатор, и оно снимается. Все, сверлим. Видите, да, оно из-за того, что там используют клей, оно не вылазит. Сейчас мы его немножко подорвем. Вот таким образом, да. И все. Все, погнали дальше. Надо относительно ровно делать, чтобы... если мы сейчас выпиляем ее неровно, то потом труба будет устанавливаться. Она сюда очень плотно вставляется. Она будет установлена неровно уже на крыше. Будет смотреться некрасиво. Да, видите, вот так вот делаются здесь дома, как говорится, из говна и палок лепят. Оп, и все, и мы уже на крыше. Значит, теперь задача следующая. Нам нужно померить толщину утеплителя. Сколько здесь? Здесь у нас 5 инчей. 5 инчей. 5 инчей, 5 инчей. Теперь мы берем на вот этой трубе, отмеряем 25 инчей. Нам нужно 20 инчей наверх, чтобы выходила труба, и 5 у нас пойдет на утеплитель. Вот так, раз. Я на самом деле не уверен, нужно ли мне ее всю так размечать. Мы же будем использовать здесь вот такой вот сазл, поэтому без разницы. И все. Раз. Отрезали один кусок. Берем, отмечаем второй кусок, выставляем здесь в торец, чтобы было, и здесь отмечаем. У нас будет два ровных одинаковых куска. Может, конечно, не особо ровных, но приблизительно хотя бы. Так, берем рулетку и пошли наверх. Теперь покажу, что мы будем делать наверху. Опа. Да, не особо, конечно, удобно лазить с полными руками, но в целом грех жаловаться. Видим, да? У нас такая вот получилась дырочка, отверстие, так сказать. Вот, теперь мы берем, вставляем трубу сюда таким вот образом. Да, рассказываю еще. Видите, да, вот эта коронка, она чуть-чуть меньше, чем сама труба. Соответственно, нам, когда мы вырезали в дереве, если это утеплитель может еще смяться, то дерево, естественно, никуда не денется. И таким образом мы просто упираемся в дерево, и оно стоит у нас, никуда не девается. Очень удобно. Проверяем. Должно быть, по-моему, 21 сейчас. Да, здесь 21, потому что 1 инч это у нас идет еще на этот plywood. Теперь нам нужно сделать следующее. От этой трубы такой код. Между трубами должно быть 12 инчей или 1 фит. А 12 инчей это у нас 30 сантиметров, потому что 1 инч это 2,5 сантиметра. Нет, это будет центр, просто вот так будет у нас проходить, а это будет край здесь. Поэтому мы берем сейчас нашу заветную коронку большую, смотрим, где у нас центр,
и выставляем ее в край. Все. И у нас получается между трубами 12 инчей. Погнали. Видите, да? Вот так. Теперь мы вставляем эту часть сюда. Отлично. Здесь теперь мы используем силикон, чтобы вода не попадала. Вот это, конечно, не есть гуд, но это тоже замажем силиконом. Потом, ребята, сверху, видите, она же еще отступает, поэтому она будет где-то вот так вот проходить приблизительно. Так, хорошо, это мы сделали. Are you ready, man? Okay. Видите, да? Теперь у нас через эту трубу проходит одна линия. Yes! Это даже немножко многовато у нас получилось. Сюда вышло. Можно немножко меньше сделать. Можно сделать на фита 3 меньше. Да, раз, два, три. Можно на 3 фита где-то меньше сделать. Будет, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Хотя, в принципе, как говорил, у меня один мой начальник запас в жопу не ебет. Значит, у нас осталось еще такое, мы, видите, вытянули сейчас из одной комнаты уже лайнсет наверх. Осталась у нас такая одна задача. Нам нужно вот эти линии вот так связать, чтобы потом в дальнейшем они не путались. Потому что здесь будет еще проходить одна линия лайнсет. И чтобы не получилось, что мы подключили в разные коннекторы, то их нужно связать и подписать, из какой комнаты это выходит обязательно. Так, дорогие друзья, наверное, на сегодняшнем видео нужно поставить уже двоеточие, потому что серия роликов еще не заканчивается по поводу стройки местной и по поводу моей работы. Я обязательно буду еще продолжать показывать вам все нюансы, которые мы здесь делаем, которые мне интересны, которые мы не делали в России. Спасибо вам за то, что вы посмотрели мой ролик. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Помните, у меня начался конкурс. Этот конкурс будет не так долго длиться, но обязательно участвуйте в нем. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. С вами, как всегда, был Леха. Бай.